Всем привет, это Вьетнам, курортный город Ничанг. Я думаю, уже все осознали, что 2020 год это год какого-то сумасшествия и плохих новостей. Во Вьетнаме, конечно, более спокойно было в этом плане. Здесь и с вирусом справились аж 2 раза. Сейчас только привозные случаи, в основном от возвращающихся на родину вьетнамцев. Ну вот недавно в центральном Вьетнаме было наводнение, в котором пострадало много человек. После наводнения только что прошел разрушительный тайфун. Ничанг все эти бедствия обошли стороной, ну а на днях плохие новости появились и здесь. Вьетнамцы с мачете поодиночке напали на иностранных граждан в разных местах города. Нападали в основном на женщин. Вот наиболее пострадавшая женщина, как раз вот, которая находится сейчас в больнице, ее поранили больше всех. Именно эту фотографию с этой пострадавшей женщиной по имени Светлана показывают как раз в новостях. Во Вьетнаме разыскивают преступника, который напал с мачете на россиянку. Произошло это в курортном городе Нячанг. Информацию о происшествии подтвердили уже российские дипломаты. Женщина в тяжелом состоянии, сейчас в больнице, за ее жизнь борются врачи. В настоящий момент она в госпитале, врачи борются за ее жизнь. Случилось все посреди бела дня. Женщину фактически изрубили в людном месте. Речь здесь не об одном эпизоде, а сразу о нескольких. Мол, еще до нападения на Светлану в аналогичной ситуации оказывались другие иностранцы, включая еще одну россиянку. Кому-то повезло увернуться от удара в последнюю секунду, кого-то ранили. Причем, согласно публикациям в соцсетях, действовали во всех случаях разные преступники, хотя и с одинаковым почерком. Довольно-таки жуткая криминальная картина, да еще и вьетнамская полиция якобы бездействует или категорически не хочет вмешиваться. А как все это понимать? Новости о мужчине, вооруженном мачете, который нападает на людей в разных районах курортного Нячанга, сначала казалось какой-то страшилкой, пока в сеть не попали эти снимки раненой русской девушки по имени Светлана. По сообщениям очевидцев, неизвестный набросился на нее на улице и нанес 3 удара ножом. Во Вьетнаме она практически местная, давно живет в этой стране и работает удаленно, занимается маркетингом в соцсетях. Сейчас в госпитале под наблюдением медиков. Между тем, уже известно, Светлана не единственная пострадавшая. Остальные случаи не настолько трагичные. Ранили одного парня за столиком кафе на улице. Вьетнамец с мачете к нему подбежал, нанес ему несколько ударов, и этот пострадавший паренек забежал внутрь кафе и просил о помощи. Говорил он на английском языке. Описанные случаи выглядят больше так, как будто цель была больше напугать и привлечь внимание, чем действительно причинить серьезный вред здоровью людей. Еще при нападении преступники бросали стопку бумаг формата А4. На этих бумагах была одна и та же повторяющаяся фраза. А что там было написано, пока неизвестно. Российское консульство обратило на эти случаи внимание властей. В итоге говорят, что уже кого-то поймали, но скорее всего это был не один и тот же человек. Я лично хочу обозначить, что это не рядовой случай во Вьетнаме. И такое не случается сплошь и рядом. Это действительно из ряда вон выходящая ситуация. Поэтому хочется, конечно, все равно придать огласке эту ситуацию, потому что изначально полиция не очень активно стала этим заниматься, и даже писали, что они пытались как-то это дело замолчать. И я точно знаю, что во вьетнамских новостях эта новость никак не фигурировала. Вот это вот реально смущает. Несколько пострадавших, все иностранцы. Понятно, что как бы немножко становится страшновато. Вообще Вьетнам считается безопасной для туризма страной. Здесь максимум было такое, что воровали у туристов сумки, выхватывали или воровали с пляжей. Я сам лично пострадал 2 раза от таких воров. Власти Вьетнама бдительно относятся к вопросам безопасности туристов, поэтому такого повториться не должно. Я думаю, что скоро это дело расследуют, и надеюсь, что все станет понятно. Недавно об этом случае на своем новом канале выложил видео мой друг. Можете зайти на его канал, посмотреть, ссылочка в описании. Зовут его Азат. Он сейчас живет в городе немножко южнее от Ничанга, в городе Муйне. Давайте сейчас свяжемся с ним по видеосвязи и обсудим этот вопрос. Азат, привет! Привет, вот сейчас Илья. только что рассказал про тебя подписчикам, что ты канал ведешь недавно. Записал как раз видео на тему вот этих последних происшествий с людьми с мачете. Дополнишь, может быть, какая-то новая информация появилась. Ты говорил, там видел кого-то с мачете, проезжали мимо твоего дома. Покорно благодарю за представление. Да, действительно, было 6 попыток. Мы узнали это в чатах, нападения, и я, находясь в городе Муйне, увидел такую вещь, что якобы та банда поехала в город Далат. А Далат находится между Ничангом, где совершены эти преступления, и
деревне Муйне, где я сейчас нахожусь. И спустя несколько часов увидел человека с мачете. Мне показался он очень подозрительный. А кто сказал, что они поехали вообще в Далат? В чате, что ребята уехали в сторону Далата. А их кто-то видел или как это было? В чате информация, возможно, кто-то видел. Ну, по-любому, в общем, они из Нячанга уехали, да? Вообще непонятно. Есть несколько версий, я могу их озвучить, если интересно. Можем... Ну, давай порассуждаем. Есть какие-то версии, и в новостях тоже версии были озвучены какие-то. И у меня тоже мысли были, мне интересно послушать. Первая версия, был информационный сброс, что на девушку напали и отвезли ее в больницу имени Ерсина. Это нападение было фактически, оно документально запротоколировано, это действительно было настоящее нападение. Вот эта женщина, которая на всех фотографиях фигурирует. Да, это она, Светлана, если я не ошибаюсь. Да. У меня была первая мысль, честно скажу, у меня была первая мысль. Я просто живу тут почти год. Я просто за вьетнамцами ни разу не наблюдал, чтобы они были такими агрессивно настроенными. Хотя ходят слухи, что разборки с мачете это обычное дело. Вот, но именно чтобы каких-то воинственно настроенных вьетнамцев я не видел. Поэтому я в это не поверил. Я подумал, что только наши не придумают, чтобы там срубить денег. Но это действительно из ряда вон выходящая ситуация. Конечно, ты мог, в принципе, усомниться, потому что агрессивных вьетнамцев особо тут редко можно встретить. Они бывают, но очень крайне редко, и разборки у них между собой только происходят. Все верно. Я, наверное, отреагировал как большинство локалов. Я подумал, что, возможно, кто-то, допустим, в стесненных обстоятельствах находится и придумал такую аферу, да, что вот номер карты переводите, там срочно надо 30 миллионов. Вот, изначально я подумал так. Эту версию мы отторгаем, потому что, ну, факт был, да, что действительно на человека напали, правильно? Вот, вторая версия, так как должен был иркутский рейс прилететь, смысл в том, что нас вывозили не бесплатно, хотя ходят слухи, что есть якобы какие-то гуманитарные вывозные рейсы. Ну, это все пропагандистские заявления. Это 100%. Рейсы были платные, но я знаю случаев, что какой-то небольшой процент улетели бесплатно. И то случайно, потому что полностью рейс не набирался. Ни у кого, ну мало у кого было 400 евро. То есть семья из 3 человек должны заплатить 1200 евро. То есть ну минимум 100 тысяч. С Сайгона, да, с Хошимина до Москвы, еще с Москвы добраться, то есть это кому-то это было накладно. И мне показалось, что кто-то был очень сильно заинтересован, чтобы были вывозные рейсы. Вот, и с учетом того, что сейчас большинство самолетов, они на земле, вот, международное авиасообщение закрыто. В связи с чем я подумал, что возможно, кто-то создает спрос на покупку этих билетов. Например, моя подруга, которая увидела человека с мачете в Муйне, она очень сильно испугалась. И первая ее мысль: здесь небезопасно, давайте уедем отсюда. Это самая ее первая мысль. То есть создается такая обстановка и решаются какие-то задачи. Почему я это подумал? Да все просто. Зная историю мира, зная историю различных войн, зная историю, как люди добиваются своих целей, это вполне возможно. В нашей жизни все возможно. Если было бы так, то не было бы тогда нападений на иностранцев, других европейцев. Все верно. Вот там паренек же, он англоговорящий был. Все верно. Поскольку пострадали иностранцы, эта версия сразу отметается. То есть ни генконсульство, ни какие-то авиалинии, ни заинтересованные какие-то лица в этом точно не замешаны, потому что пострадали иностранцы. А как вы считаете, что это могло быть? Ну а продолжение нашего разговора по поводу этого преступления смотри в следующем выпуске. Подписывайся на канал, ставь лайк и не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск.